Всем привет! Сегодня в ремонт пришла вот такая насосная станция Alco HV 3500 с шумом в подшипниках. Пришла она вот в таком же разобранном виде, поэтому с такого вида и начнем. Скорее всего, у нее течет сальник, что и привело к выходу из строя подшипников. Ну, сейчас и проверим это все. Начинаем разбирать. Скорее всего, она в ремонт пошла по той причине, что хозяин просто не смог снять вот эту крыльчатку. Снимается она обычно очень сложно, потому что зафиксировать ее через вот это отверстие с помощью плоской отвертки, там есть шлиц. Вот я сейчас зафиксировал, попробую открутить. Вот, в принципе, нет, она открутилась. Тут редкий случай, когда все-таки крыльчатка снимается легко. Сейчас. Вот она снялась. Здесь надо снять сальник. Снять сальник можно только так. Сняли сальник, в принципе, в хорошем состоянии. Вот то внутреннее кольцо сальника его лучше снимать тогда, когда уже будет, когда не будет ротора на месте. Дальше начинаем разбирать двигатель. Для того, чтобы двигатель разобрать, нужно открутить вот эти болты. Сейчас, может быть, не видно. Вот эти болты нужно открутить, шурупы вернее. С одной стороны и с другой. Дальше все очень просто. Нужно сдвинуть. Он очень просто снимается. Можем сейчас в сторону пока. Так, значит, далее нам понадобится ключ на 14. Такой ключ здесь не очень подходит. Возьмем другой.
Значит, вот сняли мы эту подставку. Далее нужно открутить вот эти два винта, что бывает очень непросто, поскольку везде вода что-то закисает. Вот один пошел. Далее нам необходимо снять ручку. Теперь корпус пластмассовый кожух, он снимается. Так, далее здесь стопорное колечко. Снимаем. Снимаем крыльчатку, что бывает тоже не очень просто. Вот, сняли крыльчатку. Далее нам нужен ключик на 8. Откручиваем 4 болта. Так, теперь нужно подстучать немножко.
Вот крышка у нас снята. Есть вот такая вот пружинная шайба. Очень нужная вещь. Задний подшипник хороший. Сейчас мы снимем статор. Значит, статор мы сняли. Что мы тут видим? Все это говорит о том, что сюда попадает вода, что и привело к выходу из строя подшипника. В этом случае нужно заменить еще будет и сальник при сборке, при обратной сборке. Значит, сейчас я буду выбивать подшипник и менять его. Значит, подшипник я выбиваю через вот такую алюминиевую, очень мягкую прокладку. Ее в несколько слоев можно сделать. Не очень аккуратно. Вот у нас подшипник вышел. Соответственно, вот здесь все заржавело. Такое происходит, когда либо течет сальник, либо на длительный срок не сливали воду. Оставляли неработающую станцию и не сливали с нее воду. То же самое, вода может просачиваться и приводить к выходу из строя подшипника. Ну что, сейчас мы его заменим. Значит, вот новый подшипник. 202. Сейчас мы с помощью вот такого съемничка снимем старый. Новый подшипник. Вот так, новый подшипник на месте. Вот. Теперь вот настало время как раз снять вот этот вторую часть сальника. Вот, аккуратненько вынимаем оттуда. Вот он. Вот, и начинаем обратную сборку. Сейчас я все почищу и начну собирать его с замены сальника. Значит, вот, почистил я тут все. Значит, теперь мы смазываем.
поверхность, чтобы подшипник лучше заходил. Вот, и устанавливаем на место. Вот новый подшипник у нас на месте, все крутится. Теперь ставим новый сальник. Значит, вот в это место. Ну, аккуратненько туда заводим. Все, сел до конца. Устанавливаем вторую часть сальника вот этой керамической поверхностью внутрь. И все, дальше она сядет, когда будет устанавливаться крыльчатка. Ее на нужную глубину все равно посадит. Ну что, собираем двигатель назад. Очень важная деталь. Вот эти отверстия желательно смазать, хотя бы как-то, потому что с выкручиванием внутри проблемы. Устанавливаем крыльчатку. Стопорное колечко. Не забываем.
Этот высверленный болт я не буду ремонтировать, поскольку в принципе функция вообще вот этой всей пластины это просто прижимание, ну, она держит корпус, ну, он держится всего на 4 болтах, то есть здесь 2, с этой стороны 2. То есть в принципе 3 болтов вполне достаточно, поэтому большого смысла ремонтировать это отверстие, тратить много времени как бы нет. Устанавливаем ресивер. Устанавливаем крыльчатку. Крыльчатку сильно затягивать нету смысла. Она в процессе работы все равно по резьбе станет на свое место. Подтягивается, то есть нагрузка идет на затяжку. Поэтому, используя отвертку, фиксирую вал и затягиваю ее от руки. Все, она села по резьбе. Сальник работает, шумов нет. Собираем дальше. Старая резинка, она не годится. Не знаю, видно нет на камере. Здесь уже продавлено все. То есть она уже не круглой формы. Поэтому, конечно, если нет ничего другого, то можно поставить ее на герметик. Вот, но я так делать не буду. У меня в ремкомплекте есть запасное кольцо уплотнительное. И я буду ставить именно его. Сначала одеваем кольцо. Затем одеваем корпус насоса. Всю грязь отсюда надо вычистить.
шланг ресивера. Уплотнительное колечко обязательно не забываем. Все, наша станция готова. Сейчас попробую включить ее. Тестовое включение. Так, все работает. Ремонт закончен. Спасибо за внимание. Если кому-то это было полезно, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. Будет еще много разных таких вот видео. Всем пока!